Не, ну вы политику не лезете, но политика лезет к вам. Это тогда объявили 500-м бы, дезертиром. Да еще бы свои бы обнулили. И кто выжил? Я не знаю, я не дошел. А как же это русские своих не бросают? Первый вопрос. Ты тут добровольно, мы тебя там, ну, не заставляли. Ты даешь согласие, чтобы опубликовали мы это интервью? Да, даю согласие, что опубликовали мое интервью. Расскажи, кто ты, откуда, пару слов про себя. Я родом подписал контракт 8 мая. Вот, здесь очутился, привезли меня 18-го уже на территорию Донецкой Народной Республики. 4 числа уже нас выдвинули на задание. Вот, 7-го попали на задание, уже добрались. Заблудился, была ночь, карты не работали. Пошел спросить. Оказалось, что не у тех спросил. Подожди, давай сначала, как ты подписал? Ты контрактник? Да. Почему ты подписал? Ну, потому что решил испытать судьбу. В личном плане были проблемы. Вот. Потом уже когда... Ты искал типа легких денег? Нет, я денег не искал. Решил убежать от проблем, скажем так. Ну, что-то не в ту сторону. Ну, получилось, да, не в ту сторону. И, как нам говорили, тут совсем не так. А что тебя как это, агитировали подписать контракт? Что тебе сказали? Ну, меня не агитировали, я добровольцем. Хотел сначала добровольцем просто. Вот. А потом сагитировали, типа, ну там выплаты добровольцам нету, то да и сё. Никаких этих, ну после твоей смерти ничего там родственников не будет. Ну, я думал, ладно, хоть моя смерть, может быть, как-то поможет, там что. Конечно, живой был бы лучше. Вот. Ну, так. И что, ну, а что тебе говорили тут? Ну, как тебе объясняли, кем ты тут будешь, что ты тут будешь делать? Ну, в этом написали военники, что старший разведчик, хотя к разведке никакого отношения, ни по срочке не имел. Проходил срочную службу, когда, ну, может быть, как статус, что ли, повысить, вроде того. А у тебя есть вышка? Нет. Нет? А сколько у тебя? Техническое у меня образование. Ну, среднее специальное, да? Да, ну, может, из-за этого тебе сказали, что ты старше. Вот. А когда сюда приехали, нам сказали, тут ни разведчики, ни повара, ни водители, вот, не нужны. Здесь нужны только штурмовики. Как оказалось, штурмовики это просто мясо. Чё? Да убери кошку. Подпишитесь ради кошечки на канал. В каком плане ты приехал, и тебе сразу сказали, что ты только на штурмы пойдешь? Да, да. Нас так сразу сказали, здесь нужны только штурмовики. Все. Ты не думал там денег, да, договориться? Нет. Насчет чего договаривался? Ну, чтобы ты не на штурм пошел, а там в штабе работал, в тылу где-то, там машины ремонтировал. Нет. Как-то я и... Да там и без этого хватает, наверное, кто. Уже. А обучение было какое-то? Да, 2 недели нас на полигоне, стрелять, тактику, штурмовать окопы. И много патронов выстрелил? Да ну не считал. Ну там 2 магазина было. На полигоне? Да побольше было. Да. Как он нападает. Да убери. Чувствует.
А что там на полигоне не стрелять там? Кот нападать надо. Если там мишень он стоит, там танки, эти БТРы. Это не по людям же. Вот. Ну, ты думал отказаться, сказать, я там не хочу? Да уже как бы выбора не было. Это тогда объявили 500-м бы, дезертиром. Да еще бы свои бы обнулили. В каком типе? Ну, застрелили мы, да? Да, да. Ну, а что, вы не могли там все сбунтоваться и... Ну, кто-то сюда из-за денег пришел, у кого-то финансовые проблемы. Кто-то после этого вместо срока Ну, предложил- индульгенцию на белый Да, билет. Да. Бать, и что, вот и после полигонов тебя куда? Ну вот после полигонов нас 4 числа построили с утра. И сказали, что едем на... экипируемся по боевой. Вот, и едем на задание. Так, друзі, не перемикайте, маленька реклама. Це відео вийшло завдяки магазину Прапорщик. Це магазин, ви, я гадаю, зрозуміли чого. YouTube забороняє розповідати. Тому посилання на цей магазин буде у нас в телеграм-каналі. Тому переходьте до нас в телеграм, підтримуйте українське. Також в цьому магазині є майстерня, знаходяться вони у місті Києві. Якщо у вас є друзі, близькі, там, знайомі, які проходять службу, будуть проходити, я гадаю, вам цей магазин стане у нагоді. Тому підтримуємо українське, слава Україні, разом до перемоги. Дивимось далі. Экипируемся по боевой. Вот, и едем на задание. Куда еще не знал, только когда приехал, узнал, что куда нас привезли. Вот. А что ты говорил в начале разговора, ты сказал, что понял, что как мясо. В каком плане? Да, ну то, что никакой подготовки нету, ну, там не артиллерийской, а дроны тут, как я не знаю, как мышкары. То есть никакой защиты от них нет. Дронов камикадзе или которые скидывают и тех, и тех? И тех, и тех, и камикадзов, и разведчиков. Ну. Вот. То есть никакого. Ты же что-то видел, когда в кого-то дрон камикадзе залетает? Нет, не видел. Ну, По рации слышал тут, когда парни были уже на передовой туда. Я пока в резерве был со своим отделением. Тут и камикадзе летают, тут и арта, и минометы. Вот. То есть никакой огневой поддержки. Ну, арта там выстрелит пару раз, а что, попадет, не попадет. и что, много так прошли? Ну, я не дошел, заблудился. Вот. Карта же, говорю, не работает. Вам говорят, вот точка, вот сюда, типа, идите, да? Да, на карте. А они говорят, что вот тут слева наши, вот тут ваши, вот тут ничьи позиции. Ну, говорят то, что одни говорят, парни говорят, там пулемет работает. Командир говорит, сейчас посмотрю с этой с птички. Да нет там ничего. Идите. Опять работает пулемет. То есть вот так вот. Ну, ты же понимаешь, зачем вам не говорят это ничего? Затем, чтобы шли, Ну, вперед только. да. Чтобы вы не думали и не сдаться, и вы не знали, чтобы у вас типа меньше страха будет, потому что когда ты не знаешь, то меньше непонимания, меньше страха. Да, так. И что, и как ты на штурм? Ты ехал на чем-то или пешком? Пешком шли. Пешком? С точки выгрузились. Нас сначала до населенного пункта довезли 5, оттуда уже добирались до точки сбора. А там уже после точки сбора, уже когда все собрались, вот, начали штурм. И кто выжил? Я не знаю, я не дошел. Один был уже 300-й, точно знаю, по рации говорили. Потом ему плохо стало, долго его не забирали, помощь не оказывали, под обстрелом был. Говорили уже тяжелый 300-й. А дальше я не знаю. А как ты в плен, получается, попал? Ну, мы когда шли, там, как, спрашивали, в общем, дорогу, кто там наш был на позиции.
Ну, кто там еще принимал участие, помимо нашей взвода. Так мы идем или так? Темно, не видно, GPS не работает. А вы еще ночью шли? Да, уже стемнело. И вы без ничего так вперед и все? Да, ни тепловизоров, ни ночников, ничего не было. А как вы бы поняли, что вы дошли? Ну вот так вот по точкам, вроде бы как здесь, по ориентирам местным. Спрашивали, где пройти, где что. Арта бабахнула, пригнулся. Через какое-то время поднимаюсь, кто с кем я шел, их нету. Видать, ушли. А куда ушли, я фиг его знает. Я карту не включал, у нас была одна карта, чтобы не демаскировать себя. Она же светится, телефон. А с разведчика это все видно прекрасно. А как же это русские своих не бросают? Ну, просто упал снаряд, ты получил контузию, походу, и вырубился на какое-то время. Да нет, вроде бы. Ну, ты можешь, Может быть и вырубил. а может они куда-то отлетели и не поняли сами потом, тоже как ты. Ну и что, ты пошел вперед потом? Ну, я увидел там тоже типа как блиндажик. Ну, там человек стоит. Ну, не стреляет, без задней мысли. Подошел, значит, наши. Ну, подхожу, говорю, так и так, где я нахожусь-то, скажите, куда идти. Маня говорит, ну давай документы там. Вроде, может быть, засланный казачок. Думаю, может, командир какой-нибудь там сидит. Ну, потому что там много народу было. Блиндаж большой такой был, выкопанный. Я без задней мысли отдал документы. И уж потом, когда они стали, ну давай держи его на прицеле. Тогда уже только понял, что я попал в плен. Ну ты с То есть оружием не к ним своим. пришел? Да, Один за спиной был или в руках, или как? в руках был. Да? А тебя не удивило, что они тебя сразу не расстреляли? Они по-русски разговаривали тут? Да, по-русски. Они же тебя по факту могли просто расстрелять, и не поняли, это как только ты подошел, что ты уже не свой, походу. Поэтому попросили документы, Ну да. чтобы удостовериться. И что они тебе потом стащили этот? Потом Спросили. связали меня, раздели, бронежилет сняли. У тебя не было, как у вас есть такая мулька, не знаю, что гранату с собой носить, чтобы подорваться в случае чего? Ну, гранаты были, но я их даже и не то, что они на поясе были, а чтобы документы достать, мне надо было пояс снять разгрузочный. Иначе я не смог, поэтому. А там что-то я не видел уже. Потом... И что тебе наши сказали? Что ты здесь делаешь? Ты что, нас пришел убивать? Мы, говорит, на своей земле, за свою землю воюем. Ну что, ты испугался? Было разочарование в том, что вообще даже до позиции не добрался, а так попался просто. Даже не то, что ни одного патрона выстрелить не успел. Получается так. Если бы ты стрелял, они у тебя точно уже застрелили. Вообще говорю то, что вот так попасться глупо просто. Ну это тебе ж повезло, потому что там большая часть не выжили. Ты же со своими друзьями тут общался уже, ты понял, что Да, все говорят так. Что тут больше шансы, что вы выживаете, минимальные. да. И что потом? Ну, понятно, что тебя взяли в плен, а остальные где твои? Никого не дошли, никто? Ну, я не знаю. То есть рация была выключена, ничего не слышал. Меня уже связали там. Раздели, связали. Оставили на улицу. Блядь, я на каком-то этапе понял, что тебя твои же обманули. Чтобы не сказать грубей. У тебя же есть семья, дети. Да, есть. Ты же типа понимал, что скорее всего ты можешь не выжить. Не выживешь. Да, понимал.
Это еще Только не, как говорится, ну, не владея общей информацией, что здесь творится, то, что нам показывают по новостям, это Ну, что ты две разные видел? вещи. Вот. Что ты видел тут, что вы там побеждаете, что вы там... Насчет побеждаете я не видел. Сколько вот мы слушали, пока ждали 2 дня перед заданием. Только там что-то никто не побеждал, наоборот, все наших гибли. Не, ну у вас же, ну ты в начале, когда там камера была выключена, ты сказал, что ты едешь в Донецкую Народную Республику. Ты же понимаешь, что она типа так называется, что у вас СВО называется, а не война? Специальная военная операция. Ну да. Почему у вас войну войной не называют? Типа, блядь. Не знаю как-то, почему-то не задумывался. Ну ты до этого политикой вообще, да? Не интересовался, ничего никак. Ни в какой партии в организациях не состою. Нет, не интересовался, только вот новостями. В новостях то, что писали. Так. Ну ты веришь, что вот Путин говорит, что у вас за всю эту там кампанию, сколько, год назад говорили, что 5000 человек полегло, это у вас Шойгу говорил, а сейчас говорят, что у вас полегло где-то там под 20, сколько тысяч солдат. Это за все, понял, это СВО ваше. Да нет, даже по моим прикидкам больше. Если как вот штурмовают, Ну сколько у тебя магазинов шестая было? рота вся полегла, 5-я, 4-я, это уже, ну, грубо говоря, человек 250. Ебать. Неплохо так скосило. И что у вас? А ну, вот как тебя на штурм отправляют, кстати, с чем? Что тебе дали с собой? Автомат, то понятно. Автомат, 2 гранаты, патроны, все. А сколько магазинов? 4 Рожков, точнее. 4 магазина, да. 4? Так Да. мало? Ну, 120 остальные патронов? сам докупай, если там сколько там надо. Ну ты же вот одежду купил, это же вам не выдали ее. Да, это я купил. Ну, это я еще купил в Самаре. Ну ты же готовился на войну ехать. Ну, служить, да. Ну ты же видел фильм там Штрафбат, 9-я рота, не знаю, какие еще популярные. Видел, да. Всякие вот эти новомодные российские про спецназ с Пореченковым, там, где они там там ВДВ и вся хуйня. Ты думал, что тут так же самое или? Нет, Ну зато это прикинь. только, как сказать, Рэмбо. Не, ну ты ж эти парады ваши на 9 мая. Вот как ты на них теперь смотреть будешь? Да вообще по-другому на все смотреть буду. Совсем другие ценности теперь у меня. Не, ну понятно, тебя чуть не забаранили несколько раз. Тебе повезло, что просто там на позиции, походу, у наших было хорошее настроение, и у наших есть приоритет в пленных брать. Если бы ваши, конечно, еще бы у ваших не было вас убивать, когда видят, что вы в плен сдались, было бы намного нам полегче с этим плане. Ну, а вот, да, там был такой. Прицельно 3 раза, когда уже меня скрутили, по этой позиции 3 раза арта ударила. С нашей стороны летел. Ну, конечно. Они же так видят и ебашут вас. Зачем ты сдастся в плен еще? Расскажешь. Ну, ты просто особо ничего, так понимаю, и не знал, что... Да обыкновенный стрелок, что я там не знаю. Приказ, все, выдвинуться на позиции, занять, укрепиться и двигаться дальше, потом все. Так и что, вам всем обнулением угрожали? Да, было такое, да, то, что кто увидит, там, кто если сдается, там, стреляйте сразу. И командир такой дал. Чтоб ты сам себя? Ну, чтобы если кто увидит, что это разрешение, если кто увидит, что кто-то кого-то в плен берут, обнулять его на поражение. Ты, блин. А ты, ну, ты бы смог кого-то там, товарища, ты, если даже если полдня знакомый,
Убить Как его, же блядь. вместе с ним. Нет. М? Нет. Я бы не смог. А тебя бы, как ты думаешь, свои же? Не знаю. Да ты хоть успел зарплату получить? Нет, ничего. Вообще? Только подъемные и все. Ну ты меньше месяца, да, получается? Да. У тебя бах-бах-бах, ну как и все. Сейчас просто, я не знаю, знаешь, ты не знаешь, вот людям будет, там, ну, то украинцы будут смотреть, и россияне тоже смотрят, кстати, очень много. Просто не успевают. Вы же что, раньше вас тренировали, знаешь, месяц, полтора, когда еще было год назад, когда вас еще было больше, когда зэков было еще много мяса. А потом, когда вас все меньше и меньше и меньше становится, и вас тяжелее находить, ну, тяжело, но все равно реально, то ваше обучение сократили вот на 2 недели. Чтобы ты типа нахуя долго тебя обучать, если ты все равно завтра умрешь. Тебе надо там дойти с точки А в точку Б и выжить. В плане там не умереть. А дальше уже там в следующую точку пойдешь. Ну сколько, как бы ты думаешь, продержался бы на этой войне, если бы даже там дошел бы до точки? Да не знаю, всех бы нас там положили бы. Мы не первые уже шли. И, наверное, не знаю, может быть, последние. Да. А как ты вообще ценишь вот ЗСУ в плане там солдат, огня, стрельбы? Что ты скажешь? Не, ну просто скажи, как ты думаешь, там, бля, без, как сказать, лесощев, там каких-то, как это правильно выразиться. Вот, ну, как ты там оцениваешь то, что произошло? Те же оттуда эвакуировали, да, потом? Ну, потом, да, оттуда эвакуировали меня. Сюда привезли. Ну, тут, бля, природа, птички. Этот, и что ты думаешь? Кстати, по поводу... А ты знаешь, что Донецкая Народная Республика? Или ты вообще не интересовался? Ну что? Ну, что Донецкая Народная Республика? Что ваши ее так, ну, Донецк так называют? Да нет. Сами, наверное, выбрали себе название такое вот. Так. А за оккупацию Крыма ты тоже, да, вообще не шаришь? Нет. Не? А сколько людей в России, знаешь? Ну, население. Ну, 300 миллионов, наверное. Да, ну это дохуя. Да? Это в 2 раза больше. Тогда не знаю. Ты сказал, чем надо. У вас где-то ну, плюс-минус то, что россияне говорят, по где-то 140 ваших. Но там не поймешь правду, потому что Россия, сам понимаешь, что они правду не говорят никогда. Где-то вот 140 миллионов. 300 миллионов это вот там Индонезия, знаешь, это острова. Там, где Бали, вот это вот там вот. Там на этих там их куча маленьких островов, там вот их живет 270 миллионов. А вас, можно сказать, в 2 раза меньше живет на вот такую там. Кстати, а знаешь, сколько территория России по суше занимает в мире? Первая в мире. Ну, вообще, если брать карту Земли, знаешь, насколько она большая? 1/6. Ну да. 1/6 часть. И как ты думаешь, что если Россия такая большая, еще как сказать, не объезденная везде, что в Украину ехать? Не, ну тебе же не рассказывают. Политика, НАТО. Ну что тебе говорили, нацисты, там, пеной, тут детей задуваем. Что тебе говорили? Ну, про нацистов говорили, да. Про детей не слышал. Что там? Ну что мы детей едим, тут же все с этого смеются. Такого не слышал. А что за нацизм? Что мы все Гитлера любим? Гитлера, ну, свастика. Ну ты же наших тут видел, там у кого-то тут свастику видел. Ну вот, ну у брата моего там герб на груди, да, есть. Ну и нас это герб Украины. Ну и на спине там у него есть. А так у кого-то видел свастики там еще Ну, что-то. только по телевизору, что показывали, там вот стоят со свастикой. А в России видел русские марши, которые проводят? Не видел это? Нет. Там уже... У нас в Самаре, по-моему, такого не было, поэтому не видел. Цензура тоже работает. Ну, у вас же кричат вот эту кричалку «Россия для русских, Москва для москвичей».
Не слышал такую кричалку никогда. Нет, не слышал. Так в ЧВК Вагнер, этот, как его, блядь, звали? Второй после Пригожина. Там у него же ты не видел? Фактически, кто, ну, точнее, де юре Пригожин, знаешь? Пригожин Управлял, типа, знаю, да. Вагнером. А был этот Касаткин, чи как его? Ну, Юрий ты не видел? У него же там вот тут там свастики эти. Не видел? Сейчас я тебе покажу. Ну, покажи просто. Интересно, что ты скажешь. И что ты про НАТО слышал? Что тут НАТО уже оккупировало? Ну что, НАТО надвигается к границам России. Захватить наши ресурсы хотят. Блядь. Ну, предыдущий без туалета, без газа, блядь, без интернета. Какие нахуй ресурсы захватывают? Сейчас я тебе покажу. Не, ну понятно, что. И что ты? Ну и как ты думаешь, там есть у России шанс НАТО победить? Не? Нет, с таким командованием, Блядь, с такой тактикой, Уткин, сука. я думаю, что нет. Если как нас забрасывают, Вот. Которого Россия убила. Уткин. Так покажи татуировки его. Так вот, видно, герб нацистский, видишь? да, Вон герб нацистский, СС, он эти. Да нету тут нормально. Не, там фотка есть, где он с Путиным стоит. Вот он. Вот он, видишь? Ну вот тип стоит, вот Путин, правильно, и вот тип, у него герб, этот, ну, орел нацистский, это вот СС, ну, понял, на плече, он две молнии, как нацисты нашли, на касках носили, помнишь? И он еще что-то у него там набито, не знаю, третий, врать не буду. Ну то, что это его татуировки, а он Путин стоит. Это второй человек после Пригожина. В Вагнере был. Это по поводу нацизма тебе. А русичи, знаешь ДШРГ русич? Которые призывают, что надо пленных убивать. Не слышал? нет. Ну Не? тоже нацисты российские. Не. Воюют за российскую армию. А говорят, надо пленных. Имперцы. Ну ты понимаешь разницу, что у вас там имперцы есть, вот это вот все. А то сложно. А ДШРГ русич воюют за российскую армию. Говорят, что надо пленных убивать. Типа, что тебя надо убить, и они наших убивают. Говорят, в плен мы никого не берем, мы хохлов стреляем. Всё. Как ты к этому относишься? Думаешь, Так нормально? что. Ну это ничем не отличается, я считаю, как от нацизма. Так они же не скрывают, что они нацисты. Да, у них Только там. тебе говорят, что мы нацисты. Ты сидишь, кока-колку говоришь. Ага. И что ты что думаешь потом, после войны? Ну, понятно, что ты в плен попал, тебя там обменяют, не обменяют, это уже зависит от России. Воевать уже не хочу. Че, там может второй раз По- больше повезет. Как сказать, приоритеты поменялись. Больше о семье уже стал думать. О жене. А сколько у тебя дочки? Переосмыслил. Или кто у тебя? У меня сыну вот 14 лет должно исполниться. Ну, так это ничего себе, мужик, пацан уже здоровый. Это младшему, да. Дочь уже замужем, А, ну, ухо. внучка есть. А она знала, что ты сюда идешь? Ну, в последний момент все узнали, я скрывал. Потому что... Но она хоть пыталась это говорить, сказать, батя, блядь. Конечно, все пытались, поэтому я втихаря. Вот. Никому ничего не говорил, а поставил уже перед фактом. Ну, ты типа сюда ехал как Харки сделать, в один конец или что? Говорю, испытать судьбу, как повезет. И что, испытал? Ну, вот судьба меня к чему привела. Думаю, что это... Да не, ну тебе поверь, тебе судьба нормально дала второй шанс такой, что Вот и я про это, да, судьба дала второй шанс, и я хочу его использовать. сейчас дроны с самонаведением камикадзе летают уже, то там они второй шанс не дают, там вот так кнопочку нажимают, и он летит, как бы ты ни бежал от него. Ты просто их, наверное, еще и не видел. Поэтому тебе ж надо теперь, если тебя ж могут поменять, вот мы с вами там общались, когда вы вместе были, и на второй круг отправить. Не хочу. Ну ты же контракт подписал. На сколько? На год? Ну, да. Ну, тебе Ну, могут... пусть тогда уж посадят меня. М? Пусть тогда уж посадят. Ну, а с тюрьмы снова сюда придешь.
Тут у вас в России, как говорится, все дороги ведут в Украину. Знаешь, как в фильме «Нарния». Ты же не понимаешь, там, что на Россию наложили там санкции, почему там россиянам визы закрывают везде, почему международная изоляция, как в Советском Союзе. Почему там россияне в международных конкурсах уже не везде, не спортсмены, ты же знаешь же это, что россиянам везде сейчас отказывают, все морозятся от вас, ну в плане от целой страны. Вы же сюда в Украину едете и большая часть денег заработать. Там кто как. Ну 200 тысяч это же много для вас. Это много, да. Ну то, что учитывая, если что все приходится в основном покупать самому под себя. То, что дают. Ну ты же видел вот Абрамович, да, вот на примере российского олигарха Абрамович. Вот он, знаешь, ты знаешь, он владел клубом Челси до полномасштабной войны, да? Ну ты представляешь, сколько этот клуб вообще, стоит денег с его игроками? Там же, миллиарды долларов стоит все этот клуб, игроки. Он его продал вроде за 2,5 миллиарда евро, чи долларов, чи что-то, фунтов. Ты прикинь, сколько Абрамович на России зарабатывал, и сколько он, оплачивал не Россию, а клуб. Там же игроки, ты же знаешь, сколько ты футболом интересуешься, наверное, чуть-чуть хотя бы. Ну, там, да. Ну, ты же понимаешь, сколько там всякие там Бекхэмы зарабатывают, Рональдо, да, кто там в Челси, я уже позабывал. Как этого там... Вратаря Челси, как этого там, я уже забыл, тоже знаменитый, один из самых лучших. И вот Абрамович, сколько он бабок зарабатывал в России и сколько он их тратил на обычную только одну футбольную команду, не говоря уже про яхты, бизнесы. Я просто не понимаю, нравится ли россиянам, как сказать, такое отношение. У нас в Украине, я тебе скажу, что тоже есть такое. Что олигархи, их уже у нас там, слава богу, поменьше и поменьше. Ты же понимаешь, сколько у вас в стране нефти, газа. Это, я вот всех россиян тоже спрашиваю, ты видел Арабские Эмираты? Нет. В Дубае? По телевизору. По телевизору, понятно, видел. Я тоже там по телевизору. Там. И что ты скажешь, процветающая страна, да. Просто это ж, так у них нефти ж не больше, чем в России. Территория меньше, но нефти намного. Не так уж и много. Просто они ее по-умному используют. Тут, знаешь, как говорится, всем украинцам интересно, не легче ли россиянам объединиться и пойти против там Путина, режима, олигархов, забрать у них все эти, как сказать, народные ресурсы и вложить их в развитие страны, нежели ехать в Украину и зарабатывать вонючие 200 тысяч рублей и умирать. Можно же в России рискануть жизнью только ради будущего своей семьи. Ты же понимаешь, что если у Абрамовича вы отожмете его трубу на миллиарды долларов, что сколько эта твоя семья может заработать денег. Не, я понимаю, что ты там можешь бояться говорить, чтобы у тебя в России проблем не было. Просто интересно. Я вообще не хочу в политику лезть. То есть в эту... Не, вы в политику не лезете, но политика лезет к вам. А вы потом лезете к нам. Мы вас, как это сказать, большую часть, к счастью или к сожалению, тут смотря с какой стороны посмотреть, уничтожаем, а часть какую-то попадается в плен, как ты. Просто это же из-за того, что ты политикой не интересуешься. Я думаю, если бы твоя семья бы узнала, что с тобой будет, то они бы хоть как-то бы тебя по-другому попытались остановить. Просто интересно, а твоя семья сможет приехать в Украину и забрать тебя?
Кстати, вот как ты думаешь, сколько российских семей приехало за своими пленными в Украину? Даже не слышал я об этом. Ну как ты думал, кто-то ж должен был приехать? По обмену там. Не, вот, чтобы вот мы говорим твоей семье, что Вася Пупкин у нас сидит там вот тут, вот тут. Приезжайте, забирайте. Или приезжайте, хоть там посмотрите на тебя. Как ты думаешь, сколько таких приехало за всю войну? Семей? Не знаю. Вообще никого не приехало. Одна жена одного военнопленного приехала, и то осталась в Украине жить. И все. Чтобы я тебе вот серьезно говорю, вот, можешь запомнить, проверишь мои слова в интернете, потом посмотришь, пообщайся на колонии, на лагерях. Вот сколько российских семей приехало в Украину, чтобы забрать таких, как ты. Есть просто такая мулька была, я сейчас просто не знаю, кстати, есть нету, что если мама приезжает за своим ребенком, то маме его отдают. Знаешь, как в Чечне было? Чеченская компания, когда была. Там же так же само было. Что, когда чеченцы это брали, то говорили. Просто нам интересно, что россияне не хотят ехать в Украину, типа забирать своих родственников с плена. Им же что твоей дочке будет? Что ее посадят тут или что? Нет, понятно. Есть такой проект, я не знаю, знаешь, ты не знаешь, «Хочу жить». Не слышал никогда? Нет. Ну, вас о нем ничего не говорят. Это проект направлен на то, чтобы типа сохранить вам жизнь. Вы туда можете, вот если ты второй раз поедешь, а ты, скорее всего, так и будет с твоим контрактом, то ты находишь в интернете этот проект и пишешь туда. Там кто ты, что ты, где ты и как ты. И тебе в определенное время дают коридор. И ты сдаешься в плен, слаживаешь оружие, и ты идешь по другой процедуре. Понял? Тебе придумают легенду, что ты воевал, вот как сдался в плен, ты герой, ты там убил 100-500 тысяч хохлов и сдался героически в плен. И все. А по факту ты идешь по другой процедуре, как не военный преступник, как ты сейчас, а как просто обычный человек, который сдался в плен, которого заставили. У тебя отдельная камера, питание, условия другие, намного лучше, чем эти. Да, чтобы ты просто знал. Понятно, что вам там тоже скажут, что там пену в жопу задуем, блядь, и яйца отрежем. Вам же тоже такое говорят, скорее всего, что яйца отрезаем. Да. Не знаю, насколько надо быть, чтобы в это верить, или что отрезаем что-то. Ты что ты думаешь про эту войну? У вас там, как там, Россия побеждает, не побеждает? То, что вижу здесь, что-то мы не побеждаем. Чего? Вот про свое же первое задание. Что-то нифига, ни насколько не продвинулись. Столько людей положили, они настолько не продвинулись. Не, я тебе открою тайну, это что не секрет, что у российской армии есть продвижение. За каждые 100 метров этого продвижения, они маленькие, там по посадочке вы берете, да, то вы ложите там, таких как ты, умирает там, да, там 200-300 человек, да, за такую посадку. У вас-то есть продвижение, вопрос, какая цена этого всего. Стоит ли там 30 деревьев 200 человек? То, что у вас продвижение есть, это факт, тут что скрывать, это, просто когда так давят мясом, то ты ничего, у тебя даже БК. У тебя дали 4 магазина, это 120 патронов, да? Насколько это боя хватило бы тебе? На 2 минуты? Я могу поспорить, что ты даже не стрелял никогда в жизни нормально, да? Только на полигоне стрелял. А как ты думаешь, что... Людей не стрелял. Не, понятно, что у людей... Может, и успел. Даже вот говорю, даже и не успел до позиции дойти, ничего. Это ты знаешь, как ты думаешь, насколько какую дистанцию украинские снайпера стреляют? Не? Это тебе повезло, что ты еще украинского снайпера не встретил. Они там больше 1000 метров спокойно стреляют. Просто это вот, ты знаешь, у тебя есть там, ты мог умереть от арты, дроны, минометы, да, там какая-то Брэдли бы вас расстреляла, там РПГ, еще что-то, плюс там снайпер бы мог тебя гацнуть на километре дистанции, и ты бы вообще ничего не понял.
Какая у тебя должность была? Стрелок обычно, да? Обычный стрелок. М. Хотя в военнике написано одно, а по факту обыкновенный стрелок. Штурм. А что в военнике написано? В военнике написано, что я старший разведчик. Не, ну то, что это написано. Что ты, блин? Не, ну ты ж, я вот просто не понимаю, как вы можете верить в вашей стране, если у вас Путин 25 уже лет у власти, неизменяемость власти, у вас вот так вот одно и то же все идет, вас каждый раз брешет вам ваша власть. То говорило, что Конституцию не будут менять, поменяли, то не говорили, не будут мобилизации, то говорили, что как это скажи мне, Пенсионный возраст повышается. да, ну куча там просто перечислять и перечислять можно. И типа, блядь, и вам говорят так в тупую, что вы там побеждаете, что вас там не будут отправлять на мясо. Ну, должно что-то быть критическое мышление и вера в то, что все-таки там где-то брешут вам. Я просто, честно, максимально странно. Вот если бы я вот вам тоже там говорил, когда разговаривали вместе, что просто заради интереса, вот запомни мои слова, посмотри, как ты, наверное, не видел или видео, когда Россия 24 числа зашла в Украину, первые танки заехали. Россия что думала, что мы же сдадимся? Ну, типа будет как в американских там фильмах какие-то, заходит большая армия и все сдаются, руки слаживают. И посмотришь, вот просто поинтересуйся, сколько погибло в первые дни полномасштабной войны, россиян. Тут, с нашей стороны тоже погибло много. Но мы оборонялись, и у нас преимущество, соответственно, намного меньше, чем у россиян. Просто посмотришь, чтобы ты понял, насколько вас хорошо обманули. Вы же там под Киевом были, там это. Как-то так. Просто ваши еще, когда в плен попадают, они пытаются брехать, рассказывают, что они там, как это скажи мне, там, необычные стрелки, то там же спокойно это можно узнать по вашим базам. Россия настолько хорошо коррумпированная страна, что можно про любого человека узнать до 5-го колена все. Как-то так. Интересная у тебя история, конечно, в один конец. Что, будем заканчивать? Что, может, что-то хочешь сказать своим однопринчанам, кто с тобой там в России знает тебя, живет? Надеюсь вернуться живым. Да не, тебе живым ты точно уже вернешься. Это все от россиян уже дальше зависит. Хотят тебя поменять. И воевать больше не хочу я. Не. Может, тебя твои друзья захотят поехать спасти. А как они меня спасут? Тоже за тобой поедут на войну. Нет. Спасать тут самих нас надо. Россиян. Как-то так. Ладно, друзья, подписывайтесь, пишите, что вы думаете. Всем спасибо.